Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы посмотрим онлайн-каточки очень крутого игрока с гончей под ником Flame, который на текущий момент занимает 696 место в мире и стремится попасть в топ-500. Будет очень жарко, поехали! Очень долго мы договаривались с нашим героем насчет этого ролика, но то у него игра не и шла, попал он в какой-то тильт, то у меня были дела, но наконец-то все срослось после 2 недель ожидания. И, кстати, Flame играет очень такой интересной вариацией, гончей с императрицей духов. Как бы шарика у него нет, шахтера нет, но зато такой юнит, который наносит урон здесь, в этой колоде императрица духов. Кстати, сейчас мегаминзион может напрыгнуть на спарке. Соперник попадается с колодой гигант плюс спарки, стандартная дека. Но мегаминзион, кстати, на спарке не стал напрыгивать. Флейм рассчитывает на свою императрицу духов. Ну и по идее она должна сейчас ему очень сильно помочь в защите. Танкует гигант, герой гигант. Кстати, гигант может откинуть на другую сторону императрицу духов. Если прожать, он же по воздушным целям тоже лупит. Но прожимать свою способность гиганта соперник не стал. В принципе, идеально защищается Флейм. Переходит в очень мощную контратаку. Императрица духов плюс Валькирия. И соперника был такой козырь, как Орда Минзионов. Кстати, у него эволюция на Орду Минзионов. Онлайн-каточки, я не знаю, чем все завершится. Приходится здесь Флейму в панике скидывать фаербол. Других вариантов не было, потому что если скинуть разряд, то Орда Минзионов, понятное дело, что не умрет. Это эволюция. Ну и пока что наш герой впереди. Начинается у нас двойной эликсир. В принципе, для меня вот эта вариация гончей очень непривычная, потому что она без шарика, без шахтера. Я привык, что либо шарик, либо шахтер берут гончие, третьего не дано. А тут появилась такая вариация именно с императрицей духов. И, кстати, императрица духов очень классно себя проявляет. Такая недооцененная карта, достаточно имбовая, просто бешеный урон, короче, она наносит. И смотрите, что делает соперник. Я, кстати, думал, что он сейчас хочет опять гончу на другой фланг перекинуть. Кстати, есть такой у него в арсенале прием, что он при надобности гиганта может гончу на другую сторону перекинуть. Хорошая защита от нашего героя. Эволюция Валькирии все законтрила. Фаербол снова на Орду полетел. Ну и гончая наваливает просто безбожно. Остается там уже меньше 1000 хп. Ну, скорее всего, первая каточка закончится победой. Сопернику нужно скидывать стрелы, да. 543 хп, полетела еще одна гончая. И последний козырь в рукаве соперника. Перекинуть гончую вот так вот гигантом на другую сторону. Я думаю, что Флейм этого, наверное, не ожидал. Но очень так прикольно сделал соперник. Но что ему поможет? Да, он уже в панике подкидывает Орду Минзионов, ничего ему не поможет. 543 хп, в принципе, надо добивать этого соперника. Но фаербола с разрядом пока что не хватает. На текущий момент, когда я записывал ролик, фаербол наносил 300 хп урона, разряд что-то 84, по-моему. Ну а скоро будет изменение баланса, и все заклинания капитально порежут, и фаербол будет наносить, наверное, не 300 хп урона, а где-то 200-250. Поэтому в будущем надо это учитывать. Друзья, если вам нужен пас-рояль, эволюция принцессы или новые имбовые герои, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Так, друзья, как вы видите, в режиме онлайн у нас все происходит. Я даже порой не успеваю за нашим героем, потому что очень быстро он идет в новый поединок. Только прошлый закончился, он начинает уже новый. И я не успеваю всегда подрубать запись и заходить в поединок. Все. Ну, полетели в следующую каточку. Попадается нам соперник с героем Темным Принцем, Шахтером. Я, в принципе, недолюбливаю героя Темного Принца, хотя, возможно, это моя глупость. Все-таки топ-игроки им играют, но мне этот герой не зашел. Соперник прожимает Темного Принца, кабан доходит. Ну, смотрите, кстати, неплохо сейчас. Первой проходки. Толком ничего соперник не сделал, уже полвышки нам снес. Опасная атака, гончая плюс императрица духов, шахтер полетел в защиту. Но есть ли фаербол у соперника? У него, кстати, почта. И он очень классно защитился. Почта, ну реально, просто безбожно отрабатывает. За счет почты можно любую бешеную толпу законтрить всего лишь за 3 капли эликсира. Поэтому
Я думаю, что стоит многим поиграть с почтой. Это заклинание почему-то сейчас очень редко используется, но оно, поверьте мне, имбовое и недооцененное. Так, ставится надгробие за вышкой, грамотное решение, чтобы словить шахтера и чтобы затормозить темного принца. Но соперника это не останавливается, он снова летит в атаку. Будет ли он сейчас прожимать своего носорога? Да, прожимает он носорога. Ну, разряд защиту, но носорог, походу, все равно дошел, там каких-то 200 хп урона нанес. И пока мы защищались, у нас не было элика что-то подкинуть гончей. Гончая стоит там одинокая, особо ничего не может сделать. Подкидывается императрица духов. Императрица духов чисто лупит по Тесле. 3 тычки Теслы нету. Но опять соперника просто безбожно выручает его почта. Закидывается шахтер. Ну, сложно будет Флейму в этом поединке что-то сделать, потому что очень грамотно оппонент защищается. И последняя карта, скорее всего, у него ракета. Заспойлерю вам немножко. Поэтому, в принципе, в безнадежных ситуациях можно там скинуть ракету на императрицу духов, на еще какую-то толпу и защититься. Я не знаю, ну, наверное, Флейм догадывается, что у соперника ракета. Я думаю, что такой опытный игрок должен это понимать. Так, снова полетела у нас гончая. Надо императрицу духов на центр, чтобы уничтожить Теслу. И сейчас, кстати, вот она ракета, что я и говорил. Но то ли не знал этого Флейм, то ли просто императрица духов сама подставилась под эту ракету. Ну, неплохой, кстати, все равно мы урон сейчас нанесли. 2200 хп, немножко так начинаем камбэчить. У нас 1500, у соперника 2200. Полетела еще раз гончая. Ну, надо что-то делать, потому что шахтер с этими носорогами нам все равно эту вышку догрызет, а потом соперник тупо может скинуть 2 ракеты. Кстати, я уже говорил, что Fireball сейчас 300 хп сносит, а ракета, если я не ошибаюсь, сносит 540. И у нас, кстати, 2 гончие. Смотрите, уже озверел Флейм, 2 гончие. Я такой, наверное, впервые вижу, чтобы летели 2 гончие одновременно. Но сейчас, походу, Флейм опять немножко так подставляется под ракету. Можно сейчас кинуть ракету обалденную. Да, вот она полетела. Ну и все, в принципе, элементарная защита. Я даже не скажу, что Флейм сам подставляется, он вроде бы грамотно по сторонам раскидывает юнитов, не все по одной линии, но они все равно собираются в одну кучу, и Алекс это все накрывает ракетой. У соперника ник Алекс. Закидывает он снова шахтера, темного принца. В принципе, очень такая простая у оппонента тактика. Нельзя нам носорога пропускать, да. У нашего оппонента очень простая тактика, бесконечно закидывать шахтеров, темных принцев и защищается за счет Теслы, почты и ракеты. Ну, как бы, с одной стороны просто, но тут нужен скилл. Кстати, по левой стороне скелетики там неплохо так наваляли. Начинаем камбэчить, ребятки, начинаем камбэчить. Я уже так немножко сказал, что у Флейма шансов особо нету, ну, или сказал, или подумал так. Но он потихоньку начинает камбэчить, уже даже сравнялся. Но, блин, ракета. Вот не забывайте, что там ракета. И в концовке оппонент сейчас просто нам скинет ракету по вышке и все. Но пока что он ракету в защиту скидывает на императрицу духов. Есть шанс сейчас. Очень последний шанс, наверное, у Флейма. Фаербол полетел, ну просто последний шанс. Но и опять, блин, почта выручает. Вот, казалось бы, только продавили, почта выручает. Ну все, полетели ракеты. Первая ракета, сейчас соперник до второй ракеты прокрутится. У него очень быстрый цикл. И второй ракеты хватит, чтобы полностью нам добить вышку. Но, честно говоря, тут особо было без шансов. Хотя наш герой сражался достойно, но отдадим должное сопернику, он заслуженно выиграл. Так, друзья, к сожалению, только что Флейм слил еще одну каточку. На этот раз эликсирному голему. Очень там странная дека с ночной ведьмой, с палачом. Ну и просто без шансов наш герой отлетел. Я уже не стал показывать тот поединок, там не на что смотреть. Я просто боюсь, чтобы Флейм снова не словил тильт. Потому что почему наш ролик 2 недели назад сорвался? Потому что у Флейма начался тильт. Он тоже был топ-500, ну и потом у него каточки откровенно не пошли. Ну и что мне еще кажется, что в этой колоде вот немножко сплэша не хватает, каких-то там дракончиков, электродраконов, потому что вот, например, против эликсирного голема нам было невероятно сложно защищаться, нам нужен был именно сплэш. Итак, полетел наш герой в атаку, кстати, он заменил колоду, вот последствия этих поражений. Решил все-таки Флейм на классическую вариацию шариком перейти, убрал он императрицу духа, взял героя Мегамензиона, взял шарик, ну и смотрите, сразу с первой проходки наносится просто бешеный урон. Все-таки добили мы этого мушкетера с горем пополам. И вот она сила классического шарика.
По-моему, да, обычный шарик, не герой у нашего героя обычный шарик, не герой-шарик. Закидывается стенобой, успеваем мы воткнуть надгробие. Но, честно говоря, вот такая вот вариация с шариком для меня более понятна и более, ну, не знаю, более, наверное, адекватная. Потому что с императрицей духов, ну, спорно, я честно скажу, не всегда это заходит. Если особенно соперник с какими-то эликсирными големами, там очень сложно защититься. Так, снова попадается нам герой Темный Принц. Я уже его захейтил во многих своих роликах. А смотрите, а сегодня он уже второй раз нам попадается герой Темный Принц. И походу даже разработчики не собираются его улучшать. Потому что у меня такая была главная претензия, что у героя Темного Принца способность стоит 3 эликсира, и это безумно дорого. И по слухам, в следующем изменении баланса они не собираются, разработчики, до 2 эликсиров уменьшать стоимость способности у героя Темного Принца. Странно, значит, разработчиков и игроков все устраивает, это только я быкую. Так, полетела у нас гончая, соперник тут пытался прорваться по левой стороне, ничего у него не получилось. Он с бандиткой играет, ну такая немножко нестандартная вариация, бандитка, мушкетер, я не знаю, мушкетер с мостика, смысл, вставляем мы надгробие, ну такой заход на лоха, чисто скинуть мушкетера с мостика. Ну и, кстати, Флейм наконец-то взял себе дракончика, вот что я говорил, теперь у него есть сплэш. Смотрите, как там скелетики наваливают. Одни скелетики сносят вышку. А вышка ничего не может сделать, потому что это канонир, а канонир очень медленный. Я поэтому и люблю стандартные вышки, потому что всяких графинь, канониров могут одни скелетики чисто вынести. Ну, наконец-то, короче говоря, победа. Так, полетели в следующую каточку. Как вы видите, немножко Флейм слился, почти на 150 кубков. У него где-то было 2,550, сейчас 2,390. К сожалению, опять каточки сегодня не особо идут, и даже интернет у нашего героя немножко подлагивает, насколько я знаю. Поэтому, ну, смотрим как есть. Это онлайн поединки, поэтому ничего не вырезаю. Все в режиме реального времени, все на самом деле происходит, без всякой монтажа и подстановы. Так, попадается против нас Мортира, метовая дека. Я, кстати, недавно снимал ролик про эту метовую Мортиру, обязательно посмотрите. Он там несправедливо набрал всего лишь 1200 просмотров, как я брал чемпиона абсолютного с этой метовой Мортирой. Там еще будет герой Вышибала. Короче говоря, сложно будет нашему герою против этой деки. Походу надгробие как-то криво поставил, я так не обратил внимания. Хотел поставить надгробие, чтобы отвлечь бочку со скелетиками. В итоге бочка со скелетиками на это надгробие тупо не среагировала. Да, ошибочка. Ну ладно, шансы еще есть. Но пока что мы проигрываем без шансов. Парадокс, то есть сам себе противоречу. Шансы еще есть, но мы проигрываем без шансов. Смешно звучит. Ставится еще раз Мортира. Ну, походу, Флейм решил левую сторону отдать. Оно и правильно, что там 500 хп защищать. Нужно сейчас концентрироваться на атаке. Нужно сейчас подкинуть шарик, подкинуть Валькирию с дракончиком. Я там не посмотрел, прокрутился ли Флейм до эволюции. Вот если сзади гончая подкинуть эволюцию Валькирии и эволюцию дракончика, они просто там будут безумие творить, всех сгребать под одну гребенку своим торнадом, всех ускорять. Так, ну блин, ну вышку мы-то сносим. Но мы и теряем вышку. Сейчас Флейму нужно идти чисто на трешку, ребята. Ну, Вышибалу он добивает, конечно, но там уже на вышке 640 хп. Мегаметеон, кстати, может сейчас подключиться к атаке, можно прожать способность, но в этом смысла нет. Ну, короче говоря, 45 секунд нам нужно сейчас только на трешку лететь. Да, соперник начинает нас закидывать фаерболами. В принципе, ну, вышку мы теряем, это 100%. И надо сейчас слететь на 3 короны. А возможно ли это в принципе? И вообще я не пойму, прокрутился ли Флейм в этом поединке хоть разу до эволюции. Потому что я что-то не помню, чтобы он эволюцию дракончика выпускал. 2 цикла эволюции дракончика, 2 цикла эволюции Валькирии. Сложновато бывает крутиться. Вот, наконец-то, эволюция дракончика. Подкидывается шарик, но, блин, там и Мортира грамотно ставится, и миньончики, и Вышибала принимают на себя урон. Короче говоря, проиграли мы, кстати, но нужно отдать должное сопернику, короче говоря. Очень грамотно играл, и, возможно, нашему герою опять нужно переходить на другую вариацию. Итак, врываемся в следующий поединок. Попадается против нас Хок, возможно, даже Хок 2.6.
Я сегодня все комментирую с одного дубля, поэтому могут быть ошибки, могу заговариваться, но извиняйте, как есть. Я раньше, когда записывал поединки про топ-игроков, очень долго готовился, очень много было у меня дублей, хотел все идеально озвучить, хотел вам рассказать кучу фактов, биографии этих игрочков. Но сегодня мне некогда с этим возиться, да и вообще поединки про топов уже давно не заходят, поэтому все просто с одного дубля комментирую все, что вижу. Да, это действительно Хок 2.6 против нас попадается. Прожимает соперник способность своего мушкетера. Мушкетер-герой. Ну, мушкетер-герой, конечно, сейчас это один из худших героев, но когда он только вышел, это было просто нереальная имба. Как только появился герой-мушкетер, это было просто имбища. Все переходили мостик, прожимали способность этого героя, он ставил пушку, и пушка наваливала по вражеской башне. Сейчас пушка очень долго там фокусируется, стоит секунды 2 бездействия. Ну, короче говоря, герой-мушкетер уже реально не актуален, и я удивлен, что соперник с ним играет. Как по мне, даже эволюция мушкетера получше, чем герой-мушкетер. Потому что эволюция мушкетера может мощных юнитов завалить. Там практически спарки убивает эволюция мушкетера. Может полгончой снести. А вот герой-мушкетер, ну такое себе дополнительное здание, но оно того не стоит, поверьте мне. Ну вот снова прожимается способность у героя-мушкетера. Ну и что это сопернику помогло? Ну притормозил он немножко нашу гончую, но все равно сейчас императрица там летит. В панике он защищается, но все равно, смотрите, пропускает все-таки одну тычку, но от императрицы пропустил. Не, ну в какой-то степени все-таки помогает ему эта турелька защититься. Но все равно дорогое удовольствие за 3 эликсира. И почему, кстати, соперник обычную пушку не ставит, скажите мне? Не проще поставить обычную пушку, чем прожимать каждый раз мушкетера? Может быть, это будет эффективней? Ну ладно, не мне учиться, не мне учить Хаговода, все-таки он играет достаточно хорошо, но проигрывает. Пока что полетела комбинация ледяной голем плюс Хок, плюс дух исцеления, точнее, ледяной дух, но Валькирия на эволюции просто все контрит в ноль. И снова соперник делает ту же самую тактику, хотя, кстати, он хорошо защищается. Проходит урон в основном от каких-то фаерболов, грамотно ставится ледяной голем, по левой стороне мегамензион наваливает. Смотрите, мы уже нанесли хороший урон по 2 флангам. И пока что Хаговод без шансов проигрывает. Надгробие уничтожается за счет фаербола. Хог доходит, ну всего лишь одна тычка по ходу от Хога, ладно, не критично. Ну, игроку с Хогом, Хогу 2.6, Хаговодом всегда было против гончей играть. Это контра считается, в принципе. Потому что против воздуха у соперника мало карт. Ну да, сейчас появилась там турелька вот эта. Мегаминьон, кстати, может напрыгнуть на мушкетера. Да, наконец-то напрыгивает Мегаминьон на мушкетера. Да, заговариваюсь, как и обещал, ребята. Лучше бы я не обещал заговариваться. Вот начал в этом бою реально тупить. И, кстати, что я заметил, Флейм очень редко прожимает героя Мегаминьона. Я не знаю, зачем ему герой Мегаминьон, потому что он его достаточно редко прожимает. Буквально там единицы раз он его прожимает. Вернулся, кстати, наш герой, что я хочу сказать, на вариацию с Императрицей Духов. Только сейчас я это заметил. Да, перестал он шариком играть. Да, он и шариком стал проигрывать. Сегодня вообще каточки не идут. Ну, плюс интернет лагает у нашего героя. Но надо камбэчить, надо собраться. Очень мощная атака. Отличнейший просто фаербол. Уничтожаем и мушкетера. Уничтожаем и турельку. Все, надо сносить на 3 соперника. Блин, ну какую 3, что я несу? Ну, короче говоря, сносить его надо. Уже там 2 императрицы. Гончая наваливает. Но он еще все держится. Добиваем и мушкетера. Спасительный фаербол. Ну, как он держится, скажите мне. Не сдается. Но 737 хп, шансов там практически нет. Надо выпустить еще раз гончую, это будет победа. Последний рывок, последний спурт у нашего соперника, закидывается Хок. И что случилось с Флеймом? Походу интернет все-таки залагал. Но, блин, обидное поражение, но это несправедливо. Ну, короче, вы видите, как не везет нашему герою. Реально, сейчас было поражение из-за интернета, потому что он на мобильном интернете играет, но это нестабильно. Лучше в Clash Royale на Wi-Fi играть,
Ну, понятное дело, что ты, если на улице где-то, не в квартире, то на Wi-Fi, возможно, и не получится. Но все эти 4G, 3G, 5G, я не знаю, но они все равно могут глюкануть, иногда может скорость упасть и все. Так, попадается против нас Мега-рыцарь с Хогом, я не знаю, что-то такая странная дека у соперника. Такие деки более на низких кубках встречаются. Ну, на средних кубках, ну, в топ-500 мира, в топ-1000 мира. Мега-рыцарь с Хогом это какая-то редкость. Так, отличная молния, кстати. Там еще и молния есть. Я не знаю, что это за дека. И Тесла есть, блин. Может Мегаминтион на Теслу напрыгнуть, но в этом смысла уже нету. Но опять же, это реально колода какая-то не для таких высоких кубков. Я не знаю, почему соперник с ней играет. В следующем сезоне Мега-рыцаря эволюцию ухудшат серьезно. Я думаю, что Мега-рыцарь станет поменьше. Мега-рыцарь будет хуже отбрасывать тяжелых юнитов, насколько я знаю, там на меньшее расстояние. То есть, по идее, эволюция Мега-рыцаря будет намного хуже отбрасывать големов, всяких пек, потому что сейчас бесит меня големовода, что когда я ставлю голема и соперник выпускает навстречу эволюцию Мега-рыцаря, то с големом фактически нету шансов пройти, потому что эволюция Мега-рыцаря просто как щенка какого-то, как собачку начинает этого голема по всей арене тягать, откидывать. Но после изменения баланса такого не будет. Но я слышал, что топ-игроки жаловались на эволюцию Мега-рыцаря, что она какая-то неадекватно сильная. Походу, даже Мухаммед Лайт жаловался на это, где-то я слышал, на эволюцию Мега-рыцаря. Так, хороший сейчас фаербол. Да, сам Мухаммед Лайт был недоволен эволюцией Мега-рыцаря, сказал, что она очень сильная, поэтому... Все оправдано, что я буду ухудшаться. Разработчики хоть не всегда, но прислушиваются к топ-игрокам. А сейчас вот это плохо. Главное здание Мегаминтион активировал, ребята, это плохо. Вот этом, кстати, недостаток героя Мегаминтиона, что если вот так вот неосторожно его поставить, то он может активировать главное здание. Ну ладно. Эволюция Мега-рыцаря, сзади подкидывается магический лучник. Но магический лучник, как по мне, сейчас тоже не особо актуален. Потому что у магического лучника стоимость способности увеличили с 1 капли эликсира до 2 капель эликсира. Сейчас герой магический лучник уже не такой хороший, как раньше. И с ним стали очень мало играть. Но пока что в этом поединке мы, кстати, без шансов выигрываем у соперника, но он сдаваться не намерен. Остается там уже буквально 1700 хп. Мегаминтион, смотрите, опять Мегаминтион не может напрыгнуть на магического лучника. Ну, кстати, нужно отдать должное сопернику, что он грамотно этого лучника все время прожимает. Он всегда отпрыгивает от угроз и по вышке немножко так навалил. Так что герой магический лучник в его колоде так неплохо смотрится. Полетела молния. Ну, неплохая, кстати, молния. Колода, в принципе, дешевая у соперника. Смотрите, у соперника сразу 3 дешевые карты. Бревно, скелетики и электрический дух. И за счет этого он может себе позволить молнию, потому что у него 3 очень дешевые карты. В принципе, цикл у нашего оппонента такой достаточно дешевенький. Так, идет у нас в атаку Мега-рыцарь. В принципе, надо пушить нашему сопернику. Буквально минута до конца поединка. Сейчас уже будет начинаться тройной эликсир. И вот, полетел у нас в атаку Мега-рыцарь. Ну да, он, в принципе, прыгает так, как будто бы летает. Нужно уничтожить магического лучника. Он отпрыгнул. Ну, в принципе, прыжок такой себе в этот раз был. Хок до вышки не доходит. Ну и до конца поединка, ребятки, 45 секунд. Я думаю, что наконец-то здесь Флейм уже выиграет. Потому что как здесь можно не выиграть? 618 хп там топить. По сути, 2 фаербола. Ставится магический лучник на центре. Ну, на этот раз он не успел отпрыгнуть. Ну что, Мега-рыцаря надо законтрить. Закидывается еще раз Хок. Ну, сейчас Хок дойдет, скорее всего, да, хорошее бревно, Хок сейчас дойдет, но сколько будет урона? Магический лучник, смотрите, как грамотно ставится, магический лучник неплохо навалил, и тройная стрела по вышке, вот это да, начинает соперником бэчить, но там 234 хп, там уже поздно, походу, пить боржоми. Магический лучник возле мостика, он наваливает, фаербол полетел, ой-ой-ой, какая концовка, и все-таки Флейм вырывает победу, но в конце было опасненько. Так, друзья, ну давайте последнюю каточку на сегодня посмотрим, потому что такой у нас многострадальный ролик выходит. Во-первых, 2 недели назад его хотел записать, там долго пытались, но тильтанул у нас Флейм, не получилось. Потом я был занят. Ну и сегодня опять не особо идут у нашего героя каточки, он даже сам недоволен, он даже сам мне сказал, что, блин, рассчитывал на немножко другое. Ну, ладно, это все как есть, все на самом деле, без монтажа.
Да, и поражений много, и побед, но это реальность Clash Royale. Вот он, глобал топ-500 мира, в топ-600 мира. Здесь реально вот такие вот постоянно происходят жесткие баталии. Невозможно постоянно выигрывать для красоты, для того, чтобы и вас порадовать. Так, снова здесь против нас попадается Мортира. Сегодня мы уже проиграли раз Мортире, мы проиграли этой же именно вариации с вышибалой. И сейчас у Флейма есть шанс взять реванш. Все-таки было бы неплохо ему взять реванш. Начинал он вариацией с императрицей духов, не пошло, потом перешел на вариацию классическую с шариком, и сейчас заканчивает ролик опять вариацией с императрицей духов. В принципе, попробуйте с ней поиграть. И, кстати, в следующем сезоне у нас выйдет геройское надгробие, и я думаю, что можно будет в эту колоду взять именно геройское надгробие, потому что сейчас Флейм играет эволюцией на разряд, но эволюция на разряд, конечно, в некоторых ситуациях может помочь, но все равно это такая... Я считаю, что это не самая сильная эволюция, от нее можно отказаться. И, наверное, лучше в эту колоду взять героя надгробия. Ну, посмотрим. Я что-то такие слухи, что способность героя надгробия будет стоить 6 эликсира. Я не знаю, насколько это правда. Если это действительно так, что 6 эликсира будет способность у героя надгробия, то я не знаю, это будет какой-то бред. И неужели там будет настолько мощный скелет вылазить из этого надгробия, чтобы стоить 6 элика? Ладно, не отвлекаемся от поединка. Практически уже снес с левую сторону Флейм. У соперника в этот раз ничего не получается. Да, вот как-то странно. То мы проиграли этой вариации Мортиры просто без шансов, а сейчас просто без шанса выигрываем. Хотя колоды у соперников абсолютно идентичные. Ну, бывают такие каточки. 863 хп остается нам буквально добить. 25 секунд до конца поединка. Ну, я думаю, что справится наш герой с этой задачей непростой. Можно, в принципе, там уже добивать фаерболами. Соперник пушит как бешеный, но уже, как говорится, поздно. Да, все. Это минус башня. Ну и остается защититься. Уже и фаерболы на главное здание полетели. Баскетбол NBA сопернику в этот раз не поможет. Все, друзья, спасибо вам за просмотр. Всем пока, удачи. Играйте с гончей, ждите новых роликов на канале и подписывайтесь. С вами был Леджа. Всем пока, удачи.